Что-то очканул я, друзья, ставить плиты эти позагребневые на деревянный пол старый. Поэтому там, где они будут установлены, пол доски срезал, убрал. Вот так вот. И буду ставить прямо на бетонное основание. Привет всем, друзья! С нашим полом мы закончили. Если вы еще не видели этот ролик, подсказка сейчас появится в верхнем углу. Переходите, обязательно смотрите. Ну а мы сегодня займемся возведением новых стен. Напомню, что у нас планируется кладовка, она же гардеробная, рядом с гостиной, прямо по курсу от входа и прихожей. Вот так она выглядит у нас на 3D плане. Вот, собственно, сегодня ее и будем строить. Спасибо всем, кто писал комментарии и давал советы по поводу материала для наших будущих стен. В итоге мы остановили свой выбор на гипсовых позагребневых плитах. Несколько плюсов и минусов, на мой взгляд, этого материала. Перейдем сначала к плюсам. Во-первых, достаточно просто и быстро возвести стены с помощью позагребневых плит. Во-вторых, покрытие, поверхность их такая, что дальнейшая какая-то серьезная обработка не потребуется. То есть можно просто финишной шпаклевкой все это дело аккуратненько зашпаклевать, и стена готова. В-третьих, они выглядят как капитальные стены, в отличие от перегородок, например, из гипсокартона, которые нужно будет еще дополнительно утеплять, шумоизолировать и так далее. В-четвертых, это же шумоизоляция. Есть, конечно, полые позагребневые плиты, у них шумоизоляция гораздо лучше, но мы взяли полнотелые, так как у нас это кладовка, и там планируется много всяких различных полок, шкафов и так далее. Соответственно, это все нужно крепить как раз в эти стены, и если бы плиты были бы полые, то могли бы мы спокойно в эту пустоту где-то попасть. Полнотелые, они меньше звукоизолируют, но при этом мы легко можем разместить все наши полки, ящики и так далее, особо не задумываясь, и крепеж в этих плитах достаточно хорошо держится. Еще один плюс: плиты достаточно мягкие, с ними легко работать, то есть обычной ножовкой по дереву можно спокойно распилить эту плиту так, как вам необходимо. Правильная геометрия плит позволяет сделать ровные стены буквально за несколько часов. Ну и основной минус для меня, что плиты достаточно тяжелые, и приходилось их поднимать на 5-й этаж. Вот эта беготня туда-сюда с каждой плитой, лифта нет. Достаточно быстро устаешь, приходится делать это с какими-то передышками. В остальном все прекрасно, плиты меня полностью устраивают. Начинаем возводить наши стены. Поехали! На саморезы насквозь прямо закрепил. И сейчас будем... Сейчас для начала я его пропеню просто, чтобы мне полностью весь ряд выставить нормально. То есть следующий блок уже будем на клей делать, а этот пока пропеню, чтобы он как такой стартовый был, грубо говоря. Для большей надежности, чтобы стена у нас потом нигде не рухнула, я ее, конечно, насквозь там саморезами прошел, но еще на всякий случай спилил вот здесь вот гребень. Сейчас берем монтажную пластину для окон, которая используется. Ее можно и сюда, в принципе, использовать. Вот так вот загибаем.
устанавливаем сюда и еще раз крепим к стене. И то же самое сделаем на углу и на втором примыкании к другой стене. Ну вот спиленное место, так вот ставим пластину, потом она у нас под другой плитой и под слоем клея спрячется, и ее будет не видно. Устанавливаем и просто притягиваем на те же желтые саморезы. Ну, взял покороче, в этот раз вот такие, их достаточно будет. Также протянем угол, где у нас соединяются две плиты, чтобы они между собой потом не разошлись. В общем, решил я, друзья, монтировать плиты на монтажную пену, а не на клей. Потому что, ну, неудобно мне с клеем, он очень быстро схватывается, имеется в виду в ведре. И получается, что либо надо очень мало замешивать, что неудобно постоянно туда-сюда это делать, либо как-то готовить сразу все плиты, ну, несколько рядов там, и потом быстро-быстро вырабатывать клей. Без остановок, там, без отдыха. Что мне тоже не нравится.
Поэтому было принято решение делать это на пену. Но вы видели уже на таймлапсе это было. Так гораздо удобнее, и пена будет держать не хуже. Я ее не жалею тут. Поэтому будем делать так. А клей гипсовый я потом в пену срежу и еще все стыки плит промажу клеем. Ну и потом уже сверху декоративные будут элементы. Поэтому как-то так. Тяжелые они. По 40 вроде килограмм. Если мне память не изменяет, весит каждая плита. Но в целом одному справляться вполне себе можно. Везде у нас уровень, все прекрасно. Пазы иногда бывают плотные очень, а иногда гуляют. И когда они гуляют, плита, соответственно, тоже гуляет, поэтому вертикаль вот эту стены лучше проверять и ловить. Ну, либо лазерный уровень делать, либо обычный пузырьковый использовать. Александр отметил в комментариях, что ручка болтается. На самом деле, правда, я забыл прикрутить винт здесь внутри, который держит ее к квадрату. Квадрат, Александр, достаточно длинный. Можно, конечно, купить подлиннее, согласен. Но даже этот, когда ручку притянул я винтом, она уже теперь не болтается, как видите. Ну и прислушался я к вашему совету и сам думал уже об этом. На стяжке все-таки ее сделал. Сделал дополнительные там отверстия, стянул и потом еще саморезами ее дотянул уже к полотну снаружи и внутри. В общем, в любом случае, спасибо за комментарий. Продолжайте в том же духе. Ну вот и все, друзья. Закончил я с возведением стен. Наша кладовка, она же гардеробная, готова. Получилась она достаточно большой. Внутренний размер у нас 1800 на 1600 миллиметров. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы разместить все, что мы хотели в ней разместить. Спасибо вам, что смотрели это видео. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки, пишите обязательно ваши комментарии. Всем вам огромной удачи и пока!